Здорово, хлопцы! Привет, девчата! С вами Пых, и сегодня поговорим о том, что думают японцы о русских, какие есть стереотипы, какое представление о русских и о России в целом. Друзья, я сегодня не буду рассказывать о том, что думают американцы либо другие иностранцы о России, какие есть стереотипы, все это есть в голливудских, в различных американских фильмах, поэтому сегодня поговорим чисто о том, что думают японцы о русских, о России, согласно моему опыту, опыту моих друзей. И я составил своеобразный рейтинг, всего 7 позиций, поговорим о стереотипах, взглядах на Россию и русских, от самых непопулярных до самых популярных, самых частых, которые встречаются среди японцев. Седьмое место и КГБ, как говорят японцы, КГБ на американский манер. Сюда также можно отнести различные шпионские игры, разговоры о шпионах, о Путине, о теориях заговоров, о теории дворцовых переворотов в России и так далее и тому подобном. Японцы все это очень любят. В свое время по японскому телевидению крутили передачу о Путине, о том, как он был бывшим шпионом. Все это очень часто показывалось. Также сейчас очень часто в новостях можно увидеть о ситуации с Навальным, о том, как его здоровье, хорошо ему или плохо. И многие говорят о том, что, например, сам Путин лично отравил данного человека. Я во все это не лезу, мне это все не интересно, но чтобы вы знали, японцы любят такие темы и по телевизору их часто показывают. В свое время у меня был друг Такеши, его также зовут как Такеши Китано, это известный японский, я думаю, вы знаете, режиссер и актер. Он был большим любителем КГБ, всевозможных российских историй, это и пистолет Макарова, и автомат Калашникова. Он знал происхождение обоих агрегатов, скажем так, знал очень много о различной военной технике России и Советского Союза. При этом, если честно, я знал намного меньше его, даже, наверное, 10% из того, что он знал, я не знал вообще. Откуда все это черпал, неизвестно, потому как найти очень много различной информации о России в японских книгах невозможно, а в японском интернете и подавно. Шестое место и знаменитый русский Мишка, медведь в шапке-ушанке, медведь с балалайкой, медведь с гармошкой, в валенках и обязательно с бутылкой водки, причем обязательно в кармане. Когда японец мне говорит о том, что у медведя, русского медведя, бутылка водки в кармане, я люблю его подстегнуть, поострить немного на эту тему и говорю, откуда у медведя карман. Как правило, в данной ситуации японец либо замолкает, либо старается отшутиться и перевести разговор в другую тему, в другое русло. Русский медведь у японцев очень часто ассоциируется с тем, что многие русские имеют своего ручного медведя, гуляют с ним на поводке по улице. Если, например, поехать в Россию, то обязательно встретите медведя на улице. Конечно, все не так. Это опять-таки, наверное, навеяно многими голливудскими фильмами. Хотя японцы говорили еще и о русских сказках, где обязательно есть наш русский Мишка. Еще один момент здесь, это русский медведь ассоциируется с Россией как с образом России. В частности, например, многие русские спортсмены, которые приезжают в Японию, японцы обозревают как русского медведя. В частности, это русские борцы, например, либо представители такого спорта, как дзюдо. Японцы любят медведей, любят их, они есть и в зоопарке, и очень часто показывают по телевидению. При этом, например, жена мне говорит, что «а вот ты, русский медведь». Пятое место и матрешка. Я думаю, все знают, что это такое. Японцы, как правило, ассоциируют с Россией с матрешкой. Это самый популярный сувенир, который привозят из России. Они очень ему рады и очень его любят. Многие японцы, да, наверное, почти все японцы, да и русские, не знают о том, что матрешка имеет исконное японское происхождение. Непосредственно благодаря Японии она и появилась. При этом есть очень много различных версий о том, как матрешка благодаря Японии появилась в России. Я не буду всех рассказывать, в принципе, об этом можно отдельно поговорить, сделать отдельное видео, потому что версий много и они довольно-таки интересные. Единственное, я хочу, чтобы вы запомнили, что матрешка появилась в 1900 году, при этом в 1895 году впервые, это, скажем так, прототип матрешки привезли в Россию. Это рукуро, японские фигурки, всего 7 японских фигурок. Это японские фигурки божества, которые, так же как и матрешка, одна в другую вкладывается. Соответственно, большая, с большой меньше, меньше и так далее. Это очень понравилось одному из ремесленников, и он на основе данной игрушки сделал уже матрешку, выточил ее, при этом
как вы знаете, фигурка поменялась. То есть рокур изначально было прямой в виде бутылки, скажем так. Сейчас это в виде больше женского тела, хотя есть разные формы матрешек. И изначально матрешка была более блеклая, она была расписана гуашью и довольно-таки темные тона, коричневый, черный и так далее. Сейчас более ярко, то есть красный, синий, разные. Есть матрешки и там президенты, и животные, и так далее, и тому подобное. Но именно тогда она еще не была такой красивой и красочной, как сейчас. После этого матрешку выставили в 1900 году на французской парижской выставке, где она забрала большее количество наград и в результате стала более популярной и на данный момент является одним из символов России, одним из сувениров, которые привозят русские, в частности в Японию. Четвертое место и знаменитый русский суровый характер, русский мрачный человек, мрачная девушка, мрачный парень, угрюмые, невеселые, неразговорчивые и вообще люди, которые не смеются. У многих японцев складывается такое впечатление, когда они видят впервые русского парня, русскую девушку. Возможно, это отчасти влияние голливудских, американских фильмов, опять-таки взгляд, как и у американцев. Еще раз напоминаю, что у многих японцев оказало сильное влияние на культуру и непосредственно американская кинематография, американские фильмы, голливудские фильмы в частности. И, наверное, этот образ сложился в большей частности, например, благодаря Арнольду Шварценеггеру, его фильму, где он играл Данко, знаменитого советского полицейского, скажем так. И у многих японцев сложилось такое мнение, что русские суровые, твердые, мрачные и угрюмые. При этом еще один, скажем так, заблуждающий фактор, что всех русских зовут Иван, всех девушек зовут Наташа. Конечно, это не так, но многие японцы именно знают только данных два имени. Третье место и знаменитая могучая русская водка, ну и вообще водка в целом. Многие японцы, к сожалению, наверное, к большому сожалению, думают, что все русские пьют, независимо от возраста, независимо от пола, пьют каждый день, пьют много, пьют до беспамятства и так далее и тому подобное. К сожалению, многие думают именно так, хотя на самом деле это так не является, естественно. Например, в частности, я сам не пью водку вообще, я не пью крепкие алкогольные напитки, употребляю только пиво, вино, либо сёчу. Это японский алкоголь 25 градусов. При этом лично я не переношу сильный запах алкоголя. Другие русские, я понимаю, конечно, что пьют, но я не думаю, что многим будет приятно о том, что мнение о русском народе, о русскоязычном народе, это то, что постоянно пьют, постоянно бухают и так далее и тому подобное. При этом, если верить статистике, допустим, по телевизору недавно по японскому тоже показывали, что русские не занимают первое место по количеству употребляемого алкоголя в мире. Если верить данному рейтингу, то первое место занимает Белоруссия. Хотя гордиться здесь, в принципе-то, нечем. Там далее идет у нас и Россия, и Украина, и страны Прибалтики, так Германия, Венгрия и так далее и тому подобное. Но у японцев все-таки складывается такое впечатление, что русские пьют каждый день. Это не так, и чтобы вы понимали, опять-таки водка это один из приятных сувениров, который можно подарить японцу, в частности, наряду с матрешкой. То есть бутылка водки, матрешка, ну или, например, там банка черной икры. Кстати, о черной икре это тот продукт, который в Японии тоже продается, но очень-очень дорогой, и я бы сказал, что очень-очень некачественный, потому что я пробовал японскую черную икру, то есть ту икру, которая продается в Японии, по-японски это кябя. И скажу честно, что по сравнению с российской икрой, это не очень-очень вкусно. Второе место и знаменитые красивые русские девушки. Это девушки как из России, так и из Беларуси, Украины. И также можно отнести девушки от Литвы, Латвии, Эстонии и других стран Прибалтики. То есть, в принципе, это близлежащих стран. Если говорить о русских девушках, то у меня был в свое время ученик русского языка, когда я еще был студентом, я преподавал русский язык. Это японец, который работал в брачном агентстве, и у них была ориентация непосредственно на иностранных женихов и невест. Так вот, многие японцы, это возраст 30, 40, 50 и даже выше, хотели именно невесту из России, Белоруссии, либо Украины. Они пользуются самой большей популярностью, и многие хотели жениться непосредственно на выходцах из стран бывшего Советского Союза.
Если говорить о том, как ценят японцы русскую красоту, то в Японии довольно-таки большое количество русско-японских браков, где муж японец, а жена русская, либо из Беларуси, Украины, либо другой бывшей республики Советского Союза. Таких очень много. На данный момент в свое время было много выходцев из стран Советского Союза, которые приехали в Японию непосредственно в поисках счастья, в поисках богатого жениха. И долгожданное первое место, и знаменитый русский холод, русская зима, русский снег. Это самое частое, что представляет себе японцы у России. Если вы говорите, что вы приехали из России, то это та страна, где всегда холодно, причем у японцев обязательно всегда. Независимо от времени года в России минус 20, минус 30, ну или даже похлеще. При этом японцы многие забывают о том, что в свое время по японскому телевидению показывали не раз знаменитую передачу о российском севере, о Якутии, город Оймякон, где самая низкая температура была зафиксирована в мире. При этом там показано, что лето тоже есть и весна, и осень. Многие японцы, к сожалению, считают, что только в Японии есть четкие 4 временных года. Это зима, весна, лето и осень. В других странах этого нет, хотя, естественно, все это есть. И в России, и в Беларуси, и на Украине есть зима, лето, осень, весна. И также бывает тепло и жарко. При этом многие японцы очень удивлены, когда им расскажешь о том, что в России тоже может быть летом плюс 25, плюс 30, даже плюс 40. То же самое, например, как в Европе. И не всегда снег, и причем также зима. Не обязательно какие-то там снегопады и заваливает по 3-4 метра и машины, и гаражи, и так далее, и тому подобное. Все это, конечно, есть, но не везде. И японцы, к сожалению, даже сейчас, если им рассказываешь, этому не верят. Например, по работе, если ты встречаешься с каким-то новым там сотрудником, он говорит, допустим, ты говоришь из Беларуси, но, как правило, часто я говорю, что из России, он не верит, что там холодно, и не всегда холодно. Он не верит, к сожалению, что там не всегда холодно. Многие считают, что в России всегда зима, всегда снег, всегда лед. И поэтому, наверное, одна из причин, почему русские пьют каждый день водку, для того, чтобы согреться. Хлопцы, девчата, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Если нет, то нет. Если да, то да. Конечно же, ставьте лайки либо дизлайки, оставляйте свои комментарии, пишите о том, что вам больше всего понравилось. Если у вас тоже есть, например, друзья иностранцы, неважно, даже не японцы, может, у вас какие-то были казусы, представления, заблуждения о вашей стране, о России, Беларуси, Украине, либо другой стране, в которой вы росли, выросли, либо сейчас живете. Пишите, вместе пообсуждаем. Это довольно-таки интересно, и, я думаю, есть много забавных случаев. От себя хочу добавить, что у меня стоит цель набрать до Нового года 20 тысяч подписчиков, и я верю, что вы можете мне в этом помочь. Поэтому, даже если вы не смотрите, то подпишитесь, помогите мне достигнуть данной цели. На сегодня все. Я желаю вам здоровья, желаю вам удачи. С вами был Пых. До скорых встреч. Пока.